Глава 71. Дворец призраков. Чутянь не был опрометчивым человеком, но Юн Я произвела на него крайне плохое впечатление. Человек мог быть сумасшедшим, мог быть самоуверенным, но он не мог вести себя так, словно все в мире принадлежит ему. Девчонка из небольшой страны, достигшая 3-го уровня пробужденной души. Даже я не веду себя так, а ты смеешь об этом думать. Таких людей с детства обожают, взращивая в них это властное высокомерие, и они, не имея никакого опыта, демонстрируют свое превосходство. Юн Я сказала тоном, который не предполагал неповиновения: «Во дворце есть сокровище, помоги мне отвлечь призраков, и после этого я щедро вознагражу тебя». Ее тон был пренебрежительным. Посредственная внешность, посредственная сила. Он до сих пор не прислушивается к моей силе и моему авторитету. Очевидно, Юн Я хотела взять сокровище, но столкнулась с чудовищем, так что решила найти того, кто отвлечет его, и нашла Чутяня. У нее не было шансов против чудовища. Эту женщину явно не заботили жизни других людей. Чутянь не мог улыбаться каждому оскорблению и сводить все в шутку. Даже ослабев после перерождения, он был перед ней кем-то вроде дракона перед муравьем. Он преподаст ей небольшой урок. Она вздумала использовать меня как живой щит, как приманку. Мог ли он вытерпеть это? Она уже оскорбила его один раз, и теперь снова это делает. Юн Я отрешенно сказала: «Ты что, оглох? Ты даже не шевельнулся. Думаешь, ты король? Думаешь, другие из-за одного твоего слова захотят умереть?» Громко выкрикнул Чутянь, что по-настоящему поразило Юн Я. Это отродье на самом деле смеет возражать мне таким тоном. Я не король, но тебе известен мой статус. В центральном государстве множество людей, которые готовы пройти сквозь огонь и воду, лишь бы служить мне. Я даю тебе последний шанс. Ты идешь или нет?» Чутянь радостно расхохотался. Интересно, откуда такая уверенность у слабого человека? Юн Я помрачнела. Как смело. Чутянь продолжал издеваться. «Я знаю, что ты планируешь. Пожалуйста, оставь этот разговор. Мне не нравится твое поведение, поэтому прими мой отказ и катись отсюда. Если нет, то я найду свободную минуту и научу тебя быть человеком». Как возмутительно, лицо Юн Я побелело от гнева. У него стальные нервы, старейшины центрального государства были вежливы к ней. Одна из 4 молодых мастеров, единственная женщина среди 4 гений, одна из самых красивых женщин центрального государства, всегда была в центре внимания. Могла ли эта дама позволить крестьянину, который во всем был посредственным, оскорблять ее? В зрачках Юн Я сверкнул гром. «Думаешь, я не убью тебя?» Все, кто хотел убить меня, плохо кончили. Чутянь был готов пойти на убийство. Хочешь попробовать? Сердце Юн Я почему-то екнуло. Плохое предчувствие подавило ее гнев. «Расслабься, ты все равно полезен мне, и я тебя не убью». Ее тело окружили молнии и бесчисленные руны, но я преподам тебе неизбежный урок. Слабый всегда будет слабым. Тебе будет немного больно. Гром, ее сладкий и нежный голос, заставил появиться фиолетовую молнию. Духовный источник этой женщины содержал в себе силу грома и молнии. Это была одна из самых мощных природных сил. 5 толстых молний выстрелили в небо, неся несокрушимую мощь, перед тем, как упасть вниз, искривились. Гром пал на его тело и столкнулся со звездным светом. Звездный свет заблокировал удар молний. Чутянь не забывал дразнить ее. Есть много духовных источников, но у тебя есть лишь один. Ты действительно близорука и невежественна. Юн Я одолевали испуг и злоба. Этот парень не достиг даже 9-го уровня совершенного тела. Даже в подавленном состоянии Юн Я была на 9-м уровне совершенного тела. Она была уверена, что может смести любого. Она не была обычным человеком. Она была одной из 4 молодых мастеров центрального государства. Самой талантливой среди десятков миллионов людей этой страны, духовный источник грома и молнии вызывал зависть у бесчисленного количества людей. Никто, кроме других гениев, не мог конкурировать с ней, но этот юноша не достиг даже 9-го уровня совершенного тела. «Ты заставляешь меня сделать это». Рассердилась Юн Я, и ее тело выстрелило сотни молний, чья дикая сила испарила почти весь туман, окружающий их. Молнии стекали по ее рукам, блестя, как лезвие, ослепительно вспыхивая. На них нельзя было даже смотреть. Лезвие и молнии. Юн Я окружало мерцание. Быстро, слишком быстро. Не было видно даже ее тени. Мелькнули 2 фиолетовых лезвия. Юн Я была по крайней мере в 2 раза быстрее Чутяня, и если бы он был обычным бойцом, то не смог бы избежать ее атаки. Гиперфокус. Чутянь чуть отклонился, избежав лезвий. Лезвие вернулось в руку Юн Я, разрезав воздух, она была поражена. Обычным людям было неведомо такое движение. Гиперфокус. Он в самом деле может использовать гиперфокус. Уклоняясь, Чутянь взмахнул левой рукой и задел ее лицо. Юн Я ощутила, что фиолетовая вуаль слетела с ее лица. Щеки Юн Я залились красным румянцем.
Ее истинное лицо было губительно красивым, оно не уступало красоте сестер Мэн Циньву. У нее был другой типаж, но каждому свое. «Отдай». Чу Тянь засмеялся, кольцо на правой руке сверкнуло, вызвав меч Ци. Юн Я быстро окутала тело молниями, меч заставил ее сделать несколько шагов назад, но не нанес урона. Юн Я была непроста. Она могла блокировать атаку меча, сила которого достигала первого уровня пробужденной души. Чу Тянь поигрывал вуалью, на его лице была насмешка, молодые мастера центрального государства не заслужили своей репутации. Как Юн Я могла сохранять высокомерие, провокаций было так много, что она не сдержалась. Стремительная ладонь грома. Расцвел светящийся цветок бесчисленных фиолетовых молний, дикая энергия рассеивала туман, гром оборачивался вокруг нефритово-белых рук Юн Я. Такая сильная аура, Чу Тянь должен был быть осторожным. Он боялся, что даже обычный боец пробужденной души не сможет выстоять, эта атака будет не слабее атаки Нангун Юн. Ее фигура мигом появилась перед Чу Тянем, сзади сверкал шлейф молний. У Юн Я была не только сила молнии, у нее была еще и скорость молнии. Не имея возможности увернуться, Чу Тянь лишь скрыл свое тело под стеклянной броней. Две ладони ударились о броню Чу Тяня, вылетела молния, звездный свет рассеялся, Чу Тяню казалось, что молния разбила его на куски. Юн Я оказалось, что она ударила крепчайший алмаз. Ладонь молнии уничтожила почти весь звездный свет, но не ранила Чу Тяня, а сама Юн Я отлетела на несколько шагов. Чу Тянь, воспользовавшись шансом, ударил ее прямо в лицо, заставив отлететь на несколько метров. «У тебя посредственные силы». Потер кулак Чу Тянь, его лицо переполняло презрение. Черные волосы Юн Я были в беспорядке, половина лица распухла, ее сердце было полно испуга. Это было невозможно. Почему он смог защититься от ладони молнии? Чу Тянь стоял на том же месте, целый и невредимый, бесчисленные дуги молний окружали его, а звездный свет нестерпимо сверкал, словно небесное божество спустилось на землю. Он был не только силен. Он был еще и беспощаден. Чу Тянь, совсем не думая о ее красоте, ударил ее кулаком по лицу. Значит, его не задела даже красота Юн Я. Ее ум погас, ее переполняло разочарование, ее сильнейшая атака не нанесла урон врагу. Сначала она думала, что сможет показать слабаку, где его место, но никогда не думала, что его удар будет таким свинцово-тяжелым. Почему все произошло так? В центральном государстве нет гениев сильнее меня, как безымянный мужчина может бить меня? Только такая сила. Слишком слабо. У меня даже есть друг, который может победить тебя. Естественно, Чу Тянь думал про Нангун Юн, которая вполне могла избить Юн Я. Если бы у тебя были навыки, ты бы сразился со мной за пределами древней гробницы. Сердито крикнула она, сжав кулаки. Я могла бы убить тебя одним пальцем. Ты все еще смеешь угрожать мне. Чу Тянь подошел к ней. Ты говоришь правильные вещи, но я не допущу такой возможности. Чу Тянь поднял правую руку, и духовная энергия вошла в ее меридианы, закупорив несколько самых важных. Тело Юн Я дрожало. Белые, как снег, щеки стали красными. Этот ублюдок посмел ранить меня. Чу Тянь невежливо обыскивал тело Юн Я, и, надо сказать, ее фигура была хороша. То, что должно было быть большим, было большим. То, что должно было быть маленьким, было маленьким. Отброс молодых мастеров. Почему бы просто не поменять имя на 4 молодых нищих? Чу Тянь обнаружил лишь несколько бутылок с таблетками, браслет и ожерелье. Он злобно сказал: «Так мало ценных вещей. Как тебе не стыдно? Даже мне за тебя стыдно». Лицо Юн Я покраснело от стыда и обиды, ее ограбили. Она была одной из самых достойных молодых мастеров центрального государства, известным талантом, достигшим уровня пробужденной души до 20 лет, специалистом 3-го уровня пробужденной души. Кто бы мог подумать, что ее оскорбит боец совершенного тела, и если она выживет, то разорвет его на кусочки. «Успокойся, я не убью тебя, ты мне по-прежнему полезна». Чу Тянь освободил ее меридианы. «Мне нужно сокровище, которое ты прежде обнаружила, так что ты отвлечешь чудовище и позволишь мне забрать сокровище. Когда мы закончим, я награжу тебя». Юн Я взорвалась от ярости, не эти ли слова она ему говорила, Чу Тянь произнес то же самое. Это было для нее словно пощечина, стыдно, невероятно стыдно. Чу Тянь злобно произнес, стоя на месте: «Почему ты стоишь в оцепенении? Ты теперь моя пленница. Ты даже не шевельнулась, чтобы помочь мне. Ты грязный ублюдок. Как могу я, Юн Я, позволять такому, как ты, поступать со мной так?» Юн Я была разгневана, гром снова и снова окутывал ее. «Мы сдохнем вместе». Через несколько раундов. Юн Я снова были избита. Чу Тянь держался за грудь, кровь текла из уголков рта, волосы и одежда обуглились до черноты, от него шел дым.
Эта девушка была слишком своевольной, Юн Я была в более бедственном положении, ее волосы окончательно спутались, красивое лицо опухло, а она была в истерике. «Если можешь, убей меня, иначе столкнешься с большими проблемами, если не отпустишь меня». Она снова набросилась на него. Черт побери, у нее слишком жестокий нрав. Ее упорство взбесило Чутиня. «Нет проблем, он может иметь с ней дело». «Я недостаточно убедителен». Чутянь легко ухватил Юн Я и ударил ее ладонью по заднице. «Я сделаю это, пока ты ничего не натворила». Разум Юн Я подернулся черным. Он совсем неожиданно шлепнул меня. Глава 72. Потусторонний дух. В ее сознании было пусто, Юн Я было 20 лет. Она была одним из 4 молодых мастеров, драгоценным сокровищем. Она стремилась к власти и успеху, она привыкла запугивать других. Как кто-то еще мог запугать ее, не говоря уже о шлепках, Юн Я не смогла ответить вовремя. Она ощутила еще один удар, ее тело было не таким хорошим, как у Мэн Циньву, но все же было гибким и довольно приятным. Она была одним из 4 молодых мастеров, и ее покорность действительно льстила. Чутянь снова спросил: «Ты пойдешь или нет?» Юн Я смотрела на него круглыми глазами. «Даже не думай». Чутянь яростно ударил ее, Юн Я рухнула, она плакала от боли. «Это слишком стыдно. Я не позволю тебе уйти. Я не отпущу тебя. Я обязательно убью тебя. Конечно, ты можешь позорить других, но никто не смеет опозорить тебя. Ты, возможно, никогда не слышала, но презренных людей следует именно позорить». Безо всякого сострадания Чутянь снова шлепнул ее. «Я еще раз спрашиваю, ты пойдешь или нет? Почему бы тебе просто не убить меня? Что за упрямство?» Усмехнулся Чутянь. «Успокойся, я не буду тебя убивать, но я их тех, кто любит разрушать прекрасные цветы, ты. Ты посмел». «Что посмел?» Зловеще спросил Чутянь. «Сначала я изнасилую тебя 10 или 20 раз, а потому уничтожу твои способности и изуродую лицо». Чрезмерная жестокость, ей еще не встречались такие безжалостные люди. Ты извращенец». Юн Я охватила паника. «Прекрати. Если ты посмеешь что-то сделать со мной, то мой призрак будет преследовать тебя вечно. Если это произойдет, у нее не будет мужества, чтобы жить дальше. Думаешь, я не посмею?» Чутянь совсем не жалел ее. «Я в последний раз спрашиваю, идешь ты или нет?» Юн Я кусала губы, ее взгляд помутился. Я пойду». Чутянь снова безжалостно шлепнул ее. «Ты знаешь о своих проступках, не так ли?» Казалось, Чутянь вот-вот взорвется. Я знаю». Чутянь снова шлепнул ее. «Это месть за них». Юн Я вытаращила глаза. «Ерунда. Я хочу разорвать тебя на кусочки. Съесть твое мясо и выпить твою кровь. Превратить твои кости в пепел. Черт, а ты жестокая. Слишком жестокая». Чутянь сделал вид, что хочет сорвать с нее одежду. «Что ж, иного пути нет, я не хочу себе таких неприятностей, поэтому должен совершить этот ужасный поступок, хотя ты не в моем вкусе. Стой. Я не буду мстить. Я не буду мстить». Расплакалась Юн Я. «Перестань сейчас же. Ты правда не будешь?» «Что ж, я доверюсь тебе». Юн Я чувствовала, как горит место удара, ненависть переполняла ее сердце. Как она могла не отомстить? Когда она покинет древнюю гробницу, то первое, что она сделает, так это позаботиться об этом ублюдке. Чутянь видел ее намерения, но его это не беспокоило. «Ты все еще не идешь? Или тебе недостаточно больно? Хочешь, чтобы было еще больнее?» Лицо Юн Я сильно покраснело, она так сильно стиснула зубы, что они едва не крошились. Они никогда не думала, что ей придется содействовать этому ублюдку. Юн Я злобно смотрела на Чутяня, который выглядел совершенно обычно, но был гораздо безумнее нее. Изначально она хотела заставить Чутяня, но в итоге заставили ее. У Юн Я не было выбора, она могли лишь подчиниться. Среди густого тумана дворца появились очертания черного дворца. В этом месте была самая плотная инь. Древняя аура чувствовалась даже сквозь густой туман. Кажется, скрытое там сокровище было не таким уж и простым. Юн Я охватило нежелание. Действительно ли она должна отвлекать духа? Она действительно должна делиться с этим ублюдком? Вдруг Чутянь что-то заметил? Подожди. Ошеломленная Юн Я услышала несколько взрывов и вой призрака. На ее лице появилось удивление. Кажется, здесь были люди. «Быстро бегите». Из тумана выбежали 3 бойца. За ними следовал призрак, скрытый плотным туманом.
Его лицо было некрасивым и порочным, а в руке он держал черный трезубец, горящий синим пламенем. Там, где он проходил, выл холодный ветер. Чутянь был поражен. Это демон. Демоны были свирепыми духами, которые существовали больше 1000 лет. Если бы древняя гробница не подавляла его силу, с ним не справилась бы даже Юнья. Но даже сейчас его сил было достаточно, чтобы сразиться с бойцом пробужденной души. Демон издал крик. Юнья оказалось, что гвозди впиваются ей прямо в душу, вызывая нескончаемую боль. У нее перед глазами все померкло, ее тело словно парализовало, а сама она будто упала в обморок. Чутянь крикнул: «Очнись!». Тело Юнья пошатнулось, сознание мгновенно восстановилось, лицо исказило изумление. Это нападение на душу сбегающим бойцам не повезло точно так же. Демон поднял трезубец, покрытый призрачным пламенем, и выстрелил в одного из бойцов. Он упал на землю, жалобно плача и дергаясь, но призрачный огонь нельзя было потушить обычными методами. Его кожа быстро сморщилась. Волосы поседели. Через несколько секунд на месте энергичного юноши был старик, стоящий на пороге смерти. Демон вдохнул обратно пламя, впитавшее жизненные силы бойца. Такая страшная способность, двое оставшихся бойцов в очередной раз попытались сбежать. Увидев Чутяня, они словно схватились за соломинку. «Помогите нам! Помогите нам!» Юнья помрачнела, демон преследует их. Чутянь не успел отреагировать. Демон ударил трезубцем о землю, и длинный ров вспыхнул синим призрачным пламенем, которое стремительно скользило вперед. У бойцов не было шансов. Пламя охватило их тело, и они погибли трагической смертью. Чутянь и Юнья отскочили в стороны, они не смели касаться этого пламени. «Гром!» — крикнула Юнья, пробуждая духовную силу грома и молнии. Вскинув руки, она выстрелила бесчисленными молниями. Однако это не подействовало на демона, у которого не было физического тела. Он поднял длинный трезубец, который притянул все молнии. Юнья была потрясена, как демон может блокировать ее смертоносные атаки. Духи должны бояться грома. Чутянь даже не удивился. Демон живет в гробнице уже долгое время, и хоть его силы заблокированы, у него мощный фундамент, и он может противостоять молнии. Это очень редкое явление. Юнья не прекращала выпускать молнии, ее лицо побледнело. «Я не могу больше». «Ты так и будешь стоять и просто смотреть». Чутянь вытащил талисман. Оттолкнувшись ногами, он прыгнул вперед. В одной руке демон держал трезубец, которым блокировал атаку Юнья, а другой рукой бросил в Чутяня призрачное пламя. Два мечацы разрубили призрачное пламя. Оказавшись перед демоном, Чутянь вонзил в его призрачное тело светящийся талисман. Тут же словно взорвалось небольшое солнце, и золотисто-белые лучи осветили демона, заставив большую часть его тела растаять. Отличная возможность. Юнья воспользовалась моментом, чтобы собрать силу молнии, и пока демон превозмогал страдания от тяжелых ран, выстрелила в него молнией. Молнии проделали несколько больших отверстий в стенах. Одна из них ударила туда, где мгновение назад был Чутянь. Черт! Что за женщина? Решила убрать меня, пользуясь случаем. Было бы странно, если бы я поверил тебе, ядовитое женское сердце, чтобы избежать беды, ее гораздо проще убить. Юнья увидела задумчивое лицо Чутяня, ее сердце екнуло. «Ты? Что ты делаешь?» «Я действительно не хотела». Чутянь хотел убить ее, но успокоился, посмотрев на черный дворец. Пройти его будет нелегко, а поддержка Юнья ему поможет. Надеюсь, в следующий раз такого не повторится. Да, Юнья даже не снилось, что она будет настолько послушной. У этого юноши лишь начали пробиваться усы, но он постоянно молчал, и никто не мог догадаться, о чем он думает. Юнья увидела, что Сутянь подобрал черно-фиолетовый шарик. Что это такое? Ты не можешь узнать сердце призрака. Ты действительно глупая и невежественная. Чутянь убрал в карман сокровище, которое ценилось намного выше, чем сердце трупа. Его сила не уступает сердцу зверя, вероятно, оно даже сильнее. Демон был очень сильным духом. Если бы они столкнулись снаружи, он был бы гораздо сильнее Юнья. Сердце, которое подобрал Чутянь, было очень ценным. За такие вещи грабили. Юнья стиснула зубы. Она вдохнула. «Этот парень мертв, а ты собираешься войти». Чутянь заинтригованно посмотрел на нее. «Эй, ты действительно не понимаешь или прикидываешься?» Глаза Юнья сверкнули. «Я действительно не понимаю». Чутянь сказал ей: «В этом дворце есть и другие духи». Юнья фыркнула и сказала: «Я никогда не была внутри, откуда мне знать?»
Мы можем иметь дело с обычными духами. Чутянь мрачно смотрел на Черный дворец. Демоны — это стражи короля духа. И если здесь есть демон, значит, мы можем встретить и короля духа. Король дух был духом, который жил больше 1000 лет. Наверху он легко мог бы поразить бойца пробужденной души. И даже здесь, в гробнице, его сила была невероятной. Никогда бы не подумал, что кто-то знает о существовании короля духа. Раздался в тумане хриплый голос. К ним подошли старик в черном и мечник средних лет. Юн-Я уставилась на мечника, Ван-Уй. Затем она посмотрела на старика, лекарь темного пламени Мо-Янь. Никогда не думала, что ты тоже придешь сюда. Я не видела тебя в главном зале. Мечник был бойцом-одиночкой, мастером ветра Инь, Ван-Уй. Старик в черном вел себя в главном зале настолько сдержанно, что его никто не заметил, но человеком он был неординарным. Его звали лекарем темного пламени, он был одним из самых известных алхимиков центрального государства. Ван Уи посмотрел на Юн-Я. Молодой мастер фиолетовой молнии хочет что-то заполучить. Не беспокойся, брат Уи Мо-Янь, тощий старик с морщинистым лицом, нежно улыбнулся, и если я не ошибаюсь, молодому мастеру нужен шар духа грома. Юн-Я сжала кулаки. Даже если так, то что? Мо-Янь медленно сказал: брату нужен адский меч, мне нужно адское призрачное пламя, так что шар духа грома достанется тебе, почему бы не объединиться? Сердце Юн-Я ёкнуло. Это был хороший шанс отвязаться от Чутяня. Юн-Я подошла к ним. Вы говорите логичные вещи, так что я буду сотрудничать с вами. Чутянь возмутился. И если ты возьмешь все, то что достанется мне? Мон-Янь увидел слабую ауру Чутяня и, фыркнув, спросил: это твой друг? Юн-Я фыркнула: я его не знаю. Неизвестный бедняк хочет разделить с тобой сокровище. Ван Уи достал черный нефритовый меч. Проваливай, пока я не убил тебя. Чутянь холодно улыбнулся и сказал: буду честен, вас не хватит даже на то, чтобы выбить зуб королю духу. Молодой мастер фиолетовой молнии, мечник ветра Инь, лекарь темного пламени, среди них есть неизвестные люди. Этот парень говорит, что они не смогут. Как смело! Рассвирепел мечник. Вперед вылетел яростный меч Ци. Юн-Я переполняла злорадство. Этот мелкий паршивец обречен. Тень черного меча появилась прямо перед Чутянем. Чутянь использовал свой меч, чтобы блокировать атаку, наружу вырвалась дикая разрушительная сила, Ван Уи был вынужден отступить на несколько шагов. Его лицо искривилось. Юн-Я была поражена. Духовный источник, меч, у этого сопляка был неожиданный духовный источник, выходит, прежде он дрался не в полную силу, кажется, Ван Уи был немного напуган. Никогда бы не подумал, что у тебя есть тайные навыки, но этого недостаточно. Я покажу тебе истинную мощь тайного искусства ветра Инь. Успокойся, брат. Мо-Янь осмотрел Чутяня с головы до ног. Его сила не так плоха, он достаточно хорош, чтобы присоединиться к нам. Сокровища мы поделим поровну, хорошо. Чутянь был измотан. Его духовная энергия почти иссякла, он больше не мог противостоять мечу демонического бога. Злоба переполняла сердце Юн-Я, она не могла погасить эту зловещую искру, ведь его даже пригласили присоединиться. Мастер ветра Инь и лекарь темного пламени поняли его не до конца. Этот ублюдок был не так прост, как на первый взгляд, и если бы они сражались с ним, то не были бы ему достойными соперниками. Глава 73. Король-дух. У каждого из них был свой топор войны. Мо-Янь был коварным старым лисом, Ван Уи тоже вынашивал свои планы. Юн-Я затаила в своем сердце злобу против Чутяня, а ему нужно было не только защищаться от них, но и получить свою долю сокровищ. Этот союз был слишком хрупким. Мо-Янь холодно говорил, не сбавляя шуга: молодой мастер фиолетовой молнии, если ты получишь шар грома, то он дополнит твой редкий духовный источник, и твоя сила увеличится, так что не стоит здесь ничего бояться, если Юн-Я получит шар грома и увеличит свою мощь. Это будет опасно для остальных. Ван Уи безжалостно сверкнул глазами, он явно боялся Юн-Я. Юн-Я спросила: адское пламя создано королем духом 1000 лет назад, а адский меч — это сокровище древней секты. Что из этого хуже, чем шар грома? Твое, Мо-Янь, искусство управления огнем, подходящее для адского пламени, или искусство ветра Инь Ван Уи, подходящее для адского меча? Что из этого хуже? Мо-Янь и Ван Уи ничего не сказали. Чутянь немного расстроился. Их цели были ясны, но что достанется ему? Однако Чутянь не выражал своих чувств, получить сокровище было проблемой, а еще большей проблемой было не встретиться с королем духом. Когда они прошли в большие двери, они увидели главный зал, заполненный тусклым полумраком, скелетами, изломанными доспехами и разбитыми мечами, которые были разбросаны по полу. Это были скелеты бойцов, которые погибли здесь до них. Это действительно внушало.
В центре главного зала стояли 3 жуткие статуи, и взгляд каждой из них был наполнен фиолетовым светом. Взгляды глядели прямо на них. Юн Я была взбудоражена. Это шар грома. В круге света лежал шар размером с кулак, сверкающий и полупрозрачный, излучающий давление. Его покрывали светящиеся молнии, и даже с большого расстояния можно было ощутить его силу. Чутянь потер подбородок. Шар грома. Он пролежал здесь все эти годы и остался неповрежденным, так что стал драгоценным сокровищем. Неудивительно, что Юн Я так хочет его получить. Мо Янь и Ван И были полны подозрений. Во Дворце Духа было 3 сокровища — шар грома, адский меч и адское пламя. Почему им показали шар грома? По залу пронесся холодный ветер, скелеты, лежащие на полу, начали светиться. Перед ними появились несколько клыкастых синелицых фигур, каждая из которых была вооружена трезубцем. Так много демонов. Искривилось лицо Юн Я. Демоны, окруженные синим призрачным пламенем, принялись стрелять в них. Мон Янь нахмурил лоб и сказал: «Нападаем вместе». Юн Я вызвала духовный источник, 100 молний, словно метеоритный дождь, не переставая обрушивались на демонов. Чутяню пришлось поджечь 2 световых талисмана, которые мгновенно превратились в светящиеся копья. Свет засвистел в воздухе, демонам пришлось отступить на несколько метров. Чутянь стоял перед Юн Я, сжимая в руке длинное светящееся копье, а испуганные демоны замедлили шаг. Этот ублюдок непрост, я никогда прежде не видел такой техники. Он может использовать силу света, чтобы атаковать призраков. Ван Уи и Мо Янь были поражены. Их все сильнее и сильнее интересовало происхождение Чутяня. Как они могли не слышать о нем, если он был бойцом центрального государства? Возможно, он не из центрального государства. И даже не из страны Южного лета. С демонами трудно было справиться, потому что у них были призрачные тела. Это ограничивало силу стандартных техник. Демоны, многие годы запечатанные в древней гробнице, не были слишком сильны, но из-за фундамента убить их было не так уж и легко. Мо Янь сделал шаг вперед, между соединенными руками появилось черное пламя. 12 черных комет рухнули на демонов, словно дождь. Мо Янь практиковал древнюю технику «Тайное искусство королевского огня». Его духовным источником было пламя, так что он мог его контролировать. Что касается алхимии, то это помогало ему создавать таблетки высокого качества. Чутянь и Ван Уи смело бросились вперед, атакуя с близкого расстояния. Одолев нескольких демонов, Чутянь проглотил немного травы Ян, чтобы восстановить духовную энергию, и запустил в демонов свои копья. С первым демоном было покончено, Ван Уи был достоин своей славы, его техника, тайное искусство ветра инь, была злой техникой, так что он мог идти против демонов. Кровь демона. Ван Уи был мечником, у него не было духовного источника, у него был злой дух, который активизировал его энергию, ветер инь, кромсающий души. Жестокий кровавый демон пролетел 10 метров, и кровавый меч, повисший в воздухе, разрезал демона пополам. Выражение Юн Я стало испуганным. Духовный источник может пользоваться мечом. У демона было призрачное тело. У духовного источника тоже было призрачное тело. Физическое тело Ван Уи не двигалось, противника атаковал его духовный источник, который одним ударом мог разрубить демона пополам. Он был гораздо эффективнее Чутяня. Ветер инь отступает. Тело Ван Уи блеснуло, и он исчез в холодном ветре. Чутянь недоверчиво смотрел. Мы еще не убили демонов, куда он делся? Ван Уи пролетел мимо демонов и появился лишь возле статуй. Юн Я поняла, чего он хотел. Тот, кто нанес первый удар, имел право на шар грома, а она сердито выругалась. Ублюдок. Стой. Чутянь что-то понял. Шар еще нельзя брать. Что за шутки? Хочешь, чтоб я ждал, пока его присвоишь ты? Ван Уи проигнорировал предупреждение Чутяня. Его меч ударил в глаз статуи, и из глазницы вылетел фиолетовый драгоценный камень. Ван Уи дико хохотал, сжимая в руке камень. Я просто взял шар грома. Чутянь сердито ругал его. Идиот. Зал затрясся. Статуи медленно покрывались трещинами, из-под которых сочилась ужасающая древняя аура. Мо Янь то ли злился, то ли боялся. Что происходит? Чутянь вздохнул. Шар грома сдерживал короля духа. Теперь шар вынули, и король-дух свободен. Что король-дух? Ван Уи обернулся и увидел пурпурно-черную ауру, сочащуюся из трещин на статуях. Король-дух. У меня есть шар грома, зачем мне бояться? Ван Уи влил в драгоценный камень энергию, пытаясь пробудить его. Кто мог подумать, что камень отвергнет Ван Уи, молнии ударили во все стороны, словно живописный фейерверк. Ван Уи отлетел прочь, а шар грома превратился в луч света. Чёрт! Вернись!
Раненый Ван Уй бессильно пытался поймать его. Шар грома поднялся в воздух, покидая дворец. Чутянь тут же подпрыгнул в воздух, но прежде чем он схватил шар грома, он снова выстрелил молнией, которая ударила прямо в Чутяня. Каков характер? Невероятно! Чутянь активировал звездный свет, чтобы противостоять мощи шара грома, и через несколько секунд шар грома медленно уменьшился, снова погрузившись в сон. Чутянь приземлился на пол. Задыхаясь от усталости, он достал еще немного травы ян. Шар грома был шокирующим духовным оружием. Он лежал в древней гробнице больше 1000 лет, за это время обычные сокровища уже давно обратились бы в пыль, но шар грома не только сохранился, но и обзавелся душой. Это было воистину чудесное сокровище, Чутянь был готов схватить шар грома и сбежать из этого места. Вдруг главный зал заполнил звекающий, ужасающий смех. Живые люди, 3 статуи разлетелись на куски. Туман взволнованно кипел, ощущая грозную ауру, у всех сдавила грудь, стало трудно дышать. В воздухе повис исполинский красный силуэт. Юн-Я панически завопила, что это такое. Вдруг могущественный призрак исчез, не оставив и следа, а появился перед бойцами. Они не успели заметить его движение, а их плоть уже выпили досуха. Убив их, король-дух посмотрел на Чутяня. Его силуэт мелькнул, перед ним появился король-дух. В воздухе просвистели острые когти, Чутянь инстинктивно активировал стеклянное тело. Раздался пронзительный треск, все органы Чутяня встряхнуло, а сам он отлетел на 20 метров. Черт возьми, как это больно! Шар грома в его руке был бомбой замедленного действия, которая привлекала внимание короля духа. Это было слишком опасно, у него не было иного выхода, и он быстро бросил шар грома Юн-Я. «Бери скорее, разберись с ним». Теперь Юн-Я поняла, насколько сильна оборона Чутяня. Юн-Я поймала шар грома, и тот очнулся, но уже не сопротивлялся. Он напоминал ребенка, который вернулся домой, чтобы обнять свою мать. Это было сокровище высшего качества, король-дух издал крик, прежде чем ударить Юн-Я. Юн-Я была быстрее Чутяня, ее тело окружили молнии, она питала энергией шар грома. Из шара вырвались гигантские молнии, больше похожие на питонов. К королю-духу устремились 1000 змей. Король-дух с дьявольской улыбкой выплеснул синее пламя. Странный синий огонь охватил молнии. Молнии сгорали, они исчезли, превратившись в пепел. Он сжег энергию. Это адское пламя. Проклятие, он создает адское пламя. Кричал Мо Янь испуганно и злобно. Все кончено, у него адское пламя, наши атаки бессмысленны. Чутянь видел истинное лицо короля духа. Его тело было белым, как бумага, его окутывали красные одежды. Ногти были кроваво-красными, а глаза напоминали алые океаны. Он только что пробудился, так что еще слаб. Используй шар грома, чтобы победить его. Юн-Я влила в шар грома энергию, и неимоверное количество молний понеслось к королю духу. Подняв руку, он создал барьер из синего пламени, с которым молнии не могли справиться. Руки Мо Яня окружило черное пламя, он ринулся на короля духа. Обернувшись, тот поднял руку и блокировал атаку Мо Яня. Их почти загнали в тупик, а тело короля демона становилось все белее. Вдруг король-дух закричал прямо в небо, тело Юн-Я и Мо Яня дрогнули, словно их ударил гигантский молот. Прежде чем упасть вниз, они начали плеваться кровью. Король-дух обрел свободу. Он снова зажигал адское пламя. Скверно. Мо Яня и Юн-Я охватила паника. В этот критический момент Чутянь выскочил вперед и замер перед королем духом, полным древнего могущества. Энергия Чутяня рванулась вперед, и сзади него образовалась огромная тень. Что это такое? Юн-Я была поражена, какой у Чутяня источник духа. Увидев исполинскую тень, король-дух в ужасе отшатнулся. Из глубин его души поднимался страх, он не мог понять, что это за ужасающее существо. «Сейчас ты умрешь». Тень стала силой, которая наполнила его тело. Или победа, или смерть, кулак Чутяня окружило бесчисленное множество рун, древняя мощь собралась воедино. От удара король-дух согнулся. Он жалобно вскрикнул, и его тело рассыпалось на куски. Мо Янь издал удивленный возглас, его кулак. Он ударил призрачное тело. Разве может что-то плотское коснуться призрачного тела? Это было против всех правил, но Чутянь сделал это. Он ударил короля духа, его жестокая сила разорвала его на куски. Сколько тайн скрывал этот посредственный юноша. Глава 74. Адский меч. Если бы король-дух был во внешнем мире, то он мог бы расправиться даже с бойцами пробужденной души. И даже в древней гробнице, которая подавляла его, победить его было нелегко.
Но Чутянь поразил его с первого удара, Юн-Я пораженно молчала. В этом мире могли рождаться люди, от рождения обладавшие способностью иметь два духовных источника, и таких людей рождалось 1 на триллион. Но два духовных источника не всегда приносили только пользу, поскольку духовный потенциал человека был ограничен, и его не всегда хватало, чтобы питать хотя бы один источник, не говоря уже о двух. Духовный источник был показателем силы бойца, лучше иметь сильный источник, чем два слабых источника. Сильные духовные источники могли раздваиваться, а могли быть двумя разными духовными источниками, но это была скорее беда, нежели победа. Оба источника Чутяня, будь то меч или только что появившаяся тень, были духовными источниками высшего класса, в частности, тень обладала силами демонического бога. Вызывая духовный источник, он тратил слишком много сил, невероятно ослабший Чутянь достал немного травы юань и проглотил ее. Все могло быть гораздо страшнее. Если бы Юн-Я не использовала шар грома, чтобы ослабить короля духа, и если бы Мо-Янь не напал на него украдкой, отвлекая внимание, Чутянь не смог бы применить глаз разума и не нашел бы слабое место короля духа. Было бы это так легко, от короля духа осталось лишь большое сердце, покрытое голубым пламенем. Семя огня. На лице Мо-Яня отразилось разочарование. Я думал, что это будет древнее адское пламя, но кто мог подумать, что король-дух уже переработал его в семя огня? Чтобы создать его, требуется невероятно много времени и энергии. Духовный огонь не был оружием, не был боевой техникой. Но он напоминал и оружие, и боевую технику. Его можно было использовать, чтобы мгновенно увеличить силу бойца, но семена огня нужно было создавать медленно, этот процесс требовал огромного количества времени и ресурсов. В древней гробнице больше не было адского пламени. Было лишь тысячелетнее семя огня. Пламя огня, принадлежащее королю духу, было гораздо сильнее обычного адского пламени. Это было необычное пламя, оно впитало в себя тысячелетнюю силу короля духа, превратившись в адское призрачное пламя. Если правильно развить семя огня, оно, без сомнений, будет гораздо сильнее, чем адское пламя, но легко ли было это сделать, требуемые ресурсы могли поместиться лишь в бездонной пропасти, хотя это не оставило Мо-Яня довольным, это все же было лучше, чем ничего, поэтому он не стал ждать и потянулся к семени огня. Юн-Я стояла в стороне, держа в руках шар грома, ее глаза сверкали, когда она смотрела на Мо-Яня и Чутяня. Теперь, когда у нее был шар грома, ее сила увеличилась в несколько раз, и она была уверена, что сможет справиться с Чутянем. Мо-Янь не был угрозой, но должна ли она мстить сейчас? Конечно, Чутянь не был идиотом, он бросил ей шар грома лишь из-за грозившей ему опасности, но теперь, когда с королем духом было покончено, наибольшей угрозой стала Юн-Я. Мо-Янь ощущал, как атмосфера становится напряженной, ему стало страшновато. Плохи дела, если молодой мастер фиолетовой молнии сделает свой ход. Даже если они объединят силы, они вряд ли смогут противостоять мощи шара грома. Мо-Янь посмотрел на Чутяня, их взгляды встретились, и понимание возникло мгновенно. Если молодой мастер атакует кого-то из них, то они будут вместе сражаться против нее. Все они относились друг к другу настороженно. Все они были себе на уме. Осмотревшись по сторонам, Мо-Янь вдруг подумал: странно, брат Ван не мог умереть. Почему он умер? Верно, куда ушел Ван Уи? В главном зале не было и следа Ван Уи. Не может быть, он не мог просто так умереть. Он использовал тайное искусство ветра инь, чтобы скрыться. Плохи дела. Чутянь заметил что-то за спиной Юн-Я. Сзади. Тело Юн-Я вздрогнуло, она была готова к внезапным нападениям Чутяня и Мо-Яня, боясь, что они будут сотрудничать против нее. Взорвалась стремительная, холодная аура. В воздухе запахло жаждой убийства. Пораженная Юн-Я даже не успела обернуться. Ей в спину вонзился ожесточенный меч Ци, его лезвие торчало из грудной клетки. Пролилось много крови, красивые глаза Юн-Я закатились, она ощущала, как силы покидают ее, как она падает на спину. Ха-ха-ха. Моё. Это все моё. Ван Уи, завернув шар грома в платок, спрятал его в складках одежды и, пройдя мимо трупа Юн-Я, жадно посмотрел на Чутяня и Мо-Яня. Мо-Янь был удивлен. Молодой мастер фиолетовой молнии происходит из семьи Юн. Ты не боишься мести Юн Тянхэ? Кто бы не боялся, зная репутацию Юн Тянхэ. Но здесь только мы, а мертвецы не говорят. Во взгляде Мо-Яна появился страх. Сейчас ты умрешь. Удар ветра инь. И фигура Ван Уи в очередной раз исчезла. Сердце Мо-Янь было полно изумления. Репутация мастера ветра инь была заслуженной, а эта боевая техника не оставляла ни следа. Это была лучшая техника в стране южного лета. Ван Уи изучал тайное искусство ветра инь уже 20 лет, он давно достиг больших успехов. В здоровом состоянии Мо-Янь смог бы спастись, но теперь, тяжело раненый королем духом, он не мог избежать ветра инь.
Мы много лет дружили, так долго были близки. Ты действительно хочешь убить меня, чтоб я замолчал?» Сердито закричал Мо Янь. В его ладонях вспыхнуло черное пламя, и он уже готовился создать барьер. Но светящийся меч настиг его раньше, чем барьер замкнулся, глаза Мо Яня широко распахнулись, мир вокруг закружился, а сам он упал на землю, и последним, что он видел, было подозрительно знакомое обезглавленное тело. Юн Я лежало в луже крови. Мо Ян был обезглавлен. Ван Уи спокойно показался и поднял адское пламя. Ха-ха-ха, тысячелетнее адское пламя теперь мое. Как безжалостно, Чутянь недооценил его, он так умело убил их, чтобы присвоить их сокровища. Возможно, он делал это не впервые. Зловещий взгляд Ван Уи упал на Чутяня. «Я действительно должен поблагодарить тебя, мелкий ублюдок, ты сражался с королем духом и смог убить его, будучи раненым, так что я действительно должен благодарить тебя. Должен признать, ты гораздо сильнее, чем я думал, но теперь ты истощен. Разве ты сможешь отразить удар моего меча?» Ван Уи не знал, что Чутянь пользуется травой юань и что его энергия уже наполовину восстановилась. Чутянь молчал, не осмеливаясь шутить с мастером ветра Инь. Он был опытным человеком, и его техники были жестокими, а каждый его удар мог быть смертельным. Его нельзя было недооценивать. «Мой меч действительно быстрый, ты совсем не почувствуешь боли. Я слышал, что души бойцов, которые погибли в древней гробнице, никогда не перерождаются. Они остаются здесь в вечном плену, а в конце концов превращаются в злых призраков. Надеюсь, тебе это понравится». Ха. Сказав эти слова, Ван Уи тут же исчез, словно невидимый холодный ветер. Это была сила и искусство ветра Инь, ни одно движение не оставляло следа, его невозможно было заметить. Ван Уи достиг больших высот в этом искусстве, так что заметить его невооруженным глазом было невозможно. Он скрывал даже звуки и ауру, и обычные бойцы не могли его обнаружить. Медленно отступив назад, Чутянь вжался спиной в столб. Обведя зал глазами, он холодно сказал: «Твое искусство меча лишь банальный способ убийства, это даже нельзя считать боевым искусством. Упрямый дурак. Ты ощутишь силу искусства ветра Инь на себе». Голос Ван Уи раздавался в неопределенном месте, и невозможно было понять, где он. Чутянь ощущал внутри жажду убийства, его губы искривились в насмешке. «Умри». И Ван Уи сделал свой ход. Глаз разума, Чутянь сразу же увидел приближающегося Ван Уи. За спиной Чутяня появился нечеткий силуэт меча. В воздухе появились два светящихся меча. Один меч скользнул по стеклянному телу Чутяня, врезавшись в колонну, стоящую позади. Другой меч прорубил тело Ван Уи от левого плеча до самого живота. Ван Уи смотрел удивленными, распахнутыми глазами, открывая и закрывая рот, словно рыба. Его тело упало на пол, кровь разбрызгалась повсюду, словно цветущие бутоны. Мертв, Чутянь глухо кашлянул, схватившись за глубокую рану в груди. Ему было ясно, что он тяжело ранен. С трудом подойдя к телу Ван Уи, он взял шар грома и сердце. Всего лишь искусство ветра Инь. Достав нефритовую бутылку, он смочил рану эссенцией жизни. Кровь тут же свернулась, а рана медленно затянулась. Спасти Мо Яня было уже нельзя. Обыскав его труп, Чутянь нашел множество склянок и бутылок. Мо Янь был мастером алхимии, так что имел при себе множество таблеток и лекарств, но Чутянь мало что мог забрать с собой. Мо Янь изучал яды, и 9 бутылок из 10 были полны отравленных таблеток. Юн Я еще не умерла, но из-за чрезмерной кровопотери ее лицо полностью побелело. Холодно. Мне так холодно. Я умираю. Она видела то, чего не успела достичь. Она всегда была самостоятельной, но кто мог подумать, что она умрет в подобном богом забытом месте? Наконец она поняла предупреждение ее дедушки, который говорил, что мир слишком опасен, поэтому врожденный талант может не принести пользы. Неудивительно, что семьи Чу, Ло и Э никогда не позволяли молодым талантам выходить в одиночку. Неразвитого гения слишком легко уничтожить. Если бы она знала об этом раньше. Чутянь поднял Юн Я, его руки потянулись к ее груди и разорвали одежду, обнажив белоснежные груди. Она до сих пор могла возбудить любого мужчину. Кровь продолжала хлестать из раны, отчего становилось не по себе. Юн Я повезло. Услышав предупреждение, она вернулась на полдюйма, так что сердце не было задето, иначе она уже давно была бы мертва. Юн Я рассердилась. «Что ты делаешь? Даже если я умираю. Ты не можешь меня насиловать». Чутянь дал ей немного отпить из нефритовой бутылки, а затем смочил ее рану. Юн Я ясно ощущала, как плоть медленно начала стягиваться. На лице Юн Я было недоверие. «Почему ты спасаешь меня?» «Верно.
Почесал затылок Чутянь. Должно быть, я сошел с ума. Почему я спасаю тебя? Я не в себе. Я потратил половину бутылки с эссенцией жизни. Юн Я так разозлилась, что плюнула кровью. Всего лишь бутылка. Когда мы вернемся в центральное государство, я дам тебе 10 бутылок. Чутянь ей не верил. Думаю, ты до сих пор хочешь убить меня. Юн Я немного покраснела. Я думала об этом. Но ты спас мне жизнь, так что об этом можно уже не говорить. Что ты имеешь в виду? Я не буду пытаться убить тебя. Хорошо, на этот раз я тебе поверю. Чутянь бросил взгляд на ее большую бледную грудь. Юн Я быстро попыталась запахнуться, но оказалось, что Чутянь грубо разорвал ее одежду, так что ей осталось лишь прикрыться руками. Она сердито посмотрела на Чутяня. «Следи за глазами». Не такая уже редкость, я видел и больше. Чутянь кинул ей предмет, завернутый в платок. «Можешь забрать это». Юн Я была так возбуждена, словно нашла сокровище. Она держала в руках шар грома. «Ты действительно отдаешь мне его. Ты слишком хорошо обо мне думаешь. Во всяком случае, в моих руках он не принесет пользы, а тебе он может хоть немного помочь». Юн Я протерла шар грома от пыли, ее прекрасное лицо наполнилось удивлением. Именно из-за шара грома она начала это опасное путешествие. На этот раз она добилась цели, безусловно, ее дед будет удивлен. На самом деле Чутянь проверял Юн Я. Если она, получив шар грома, хотя бы подумает об убийстве, Чутянь на месте убьет ее. С такого расстояния он не промахнется. Увидев на лице Юн Я лишь приятное удивление, Чутянь расслабился. Шар грома действительно был сокровищем, но Чутянь не мог им пользоваться. Если он пойдет на 3-й этаж один, то некому будет ему помогать. Даже с королем духом было крайне трудно иметь дело, с королем трупов будет в 10 раз сложнее. Он даже понятия не имел, насколько тот силен. Честно говоря, Чутянь немного жалел, что согласился на просьбу старика в бронзовой маске. Мощь Юн Я и шара грома могла повысить шансы на победу. Юн Я было все труднее смотреть на Кай Яна свысока. «Как тебя зовут?» «Лу Жень». «Прохожий». Закатила глаза Юн Я. Он действительно был достоин этого имени. Я видела, как ты сражался с Ван Уи, и ты видел все его передвижения. Ты использовал глаз разума. Чутянь, собирая сердце, небрежно ответил: «Верно, это глаз разума». Тело Юн Я дрожало. Ее переполняла горячь. Она всегда думала, что талантлива, но этот прохожий доказал, что все ее мысли смешны. Глаз разума — техника, о которой мечтал ее дедушка. Этот неизвестный прохожий знал, как им пользоваться. Юн Я сомневалась, но теперь сомнения сошли на нет. 2 духовных источника, глаз разума и такая сильная техника обороны — этого было достаточно, чтобы победить Юн Я. Здесь тайная комната. Давай, помоги мне. Чутянь нашел потайную дверь, и они вдвоем пытались открыть ее. Когда тайный ход открылся, в их взглядах появился шок. В тайной комнате было так много оружия, что это количество могло потрясти любого. Жаль, что прошло уже много лет, и оружие, не защищенное особыми методами, рассыпалось. Все, кроме одного. Он сразу же привлек внимание Чутяня. На высоком троне лежал длинный древний меч. Несмотря на то, что он пролежал здесь 1000 лет, на нем не было ни пылинки. Трехфутовое лезвие, красивое, словно хрустальный нефрит, покрытое старинными рунами, мощная древняя аура. Юн Я пробормотал: «Этот древний меч». Глава 75. Колокольчик, управляющий душой. Чутянь ударил по древнему мечу, взяв в руки меч Ван Уи. Раздался громкий звук, меч Ван Уи сломался, а на древнем мече не осталось даже царапины. Больше не нужно было гадать. Без сомнения, это был адский меч, шар грома, адское пламя и адский меч были 3 сокровищами Дворца Духа. У Чутяня был духовный источник в виде демонического бога, и адский меч был Чутяню гораздо нужнее шара грома и адского пламени. Юн Я обиженно смотрела: «Не вини меня за напоминание. Адский меч — это злой меч, не говоря уже о том, что он может тебя не принять, но если он примет». Хозяева этого меча медленно разлагаются, превращаясь в кровожадных маньяков, а в конце теряют себя. Ты действительно хочешь этот меч? Чутянь немного удивился. Прежде Юн Я хотела увидеть его мертвым, но теперь напоминала о подобном. Кажется, ее отношение действительно изменилось. Как и сказала Юн Я, адский меч, как и шар грома, был духовным оружием. Духовное оружие могло выбирать себе хозяина. Если силы человека хватало, чтобы приручить его, духовное оружие признавало его своим хозяином.
Если адский меч не примет Чутяня, то у него не будет шансов. Стоит попытать счастье, сжав рукоять меча, Чутянь пробудил древнее сознание, спящее в нем. Воздух похолодел, словно это был не меч, а кусок льда, лежащий тут 10 тысяч лет. Ледяной холод заполнил все меридианы Чутяня, словно пытался заморозить и его разум, и его душу. Чутяню казалось, что он попал в загадочное пространство. По полу были разбросаны кости, кругом выли страдающие души, а прямо перед ним был исполинский злой дух. Его лицо было диким и уродливым, тело было покрыто белым пламенем, а дух стоял в центре главного зала, беспрерывно поглощая кружащие души. Заметив Чутяня, пламенеющий дух встал и, издав какой-то насмешливый звук, прикоснулся к Чутяню. Казалось, вокруг плакали сотни духов. Какой отличный духовный меч, Чутянь был поражен до глубины души, иллюзия этого оружия не уступала духовной атаке. Это действительно означало, что меч необычный. Раз он мог внушать иллюзию своему хозяину, то с помощью этой иллюзии можно было нападать на людей. Этот меч, он заслужил его. Чутянь высвободил свой духовный источник, и в ту минуту дух адского меча прикоснулся к нему. Испустив пронзительный крик, словно дух был раскаленным до красна железом, он отнял руку. Дух адского меча катался по земле, все его тело дрожало от ужаса. Его аура медленно слабла. Чутянь медленно подходил к нему. «Не знаю, откуда ты родом. Но теперь я твой хозяин. Ты должен покорно слушаться меня. Иначе я от тебя избавлюсь». Духовный источник открыл глаза, но что это были за глаза, одного взгляда хватило. Чтобы уничтожить разум и душу, дух адского меча отказался от сопротивления, и его тело растворилось в воздухе, а на его месте остался большой каменный столб, испещренный древними рунами, описывающими невероятную технику «адский пламенный меч», губы Чутяня растянулись в довольной улыбке. Адский меч был не только оружием, но и скрывал мощную духовную технику. Ее корни восходили к древним эпохам, но чтобы ей пользоваться, было нужно адское пламя. Адский пламенный меч был похож на тайное искусство ветра инь, но эта техника была гораздо сильнее. Тайное искусство ветра инь было техникой, предназначенной для убийств, так что в ней было немного сил. Сила удара адского пламенного меча не уступала по силе тайному искусству духовного меча, абсолютного искусства центрального государства. Однако адский пламенный меч требовал практики, адского пламени и адского меча. Это будет уникальной техникой Чутяня. Никто не сможет познать ее. Чутянь получит адский меч и соответствующую технику, это восполнит слабость его атак. С силой духовного источника он станет действительно грозным, но практиковать эту технику было нелегко. Ему придется много тренироваться. Вернувшись из странного мира, Чутянь легко схватил адский меч. Этот меч содержит некоторые техники, но моя психика недостаточно сильна. Ты пойдешь со мной, ты не можешь просто так уйти с шаром грома, мне нужна кое-какая помощь, тон Чутяня был жестким. Юн Я не могла ему отказать. Он спас ее, но его отношение раздражало. Сейчас у нее не было выбора, потому что с адским мечом он будет слишком сильным соперником. Он действительно раздражал ее, но он ее спас, а Юн Я получила шар грома и уже отказалась от мести. Хорошо, я помогу тебе только из-за шара грома. У них было духовное оружие, легко убивающее монстров и призраков. Наконец они прибыли на 3-й этаж древней гробницы. В темной комнате больше 100 белых гробов, большинство из которых уже были открыты. Пол был усыпан мертвыми трупами инь, это было поистине ужасающее зрелище. «Ах, Лу Жень!» прозвенел знакомый нежный голос. «Наконец-то ты здесь!» Цай Ды, чьи одежды были сотканы из золотых нитей, подошла к ним, а старик в бронзовой маске и призрачные братья остались сидеть на гробах. Рядом со стариком было 5 бойцов, которых он, вероятно, тоже завербовал, и все они были сильными. Каждый из них был вооружен длинной саблей. Особенно интересным был их лидер. 25-летний юноша был одет в тяжелые золотые доспехи, сабля была алой, волосы на голове были красным, а свирепая, как огонь, аура окружала его высокое тело. Это был профессионал, он достиг, по крайней мере, 2-го уровня пробужденной души. «Ты шел так медленно, я уж подумал, что ты умер». Старик в бронзовой маске скрывал недовольство. Но один взгляд на Юн Я превратил недовольство в страх. Молодой мастер фиолетовой молнии. «Почему ты здесь?» Чутянь спросил, глядя на 5 бойцов, вооруженных саблями. «Кто эти люди?» «Я пригласил их, чтобы они помогли», — объяснил старик. «Это 5 сабель центрального государства, а их мастера зову Ян Чжан, он обладает кровавой яростью сабли. К тому же, он выдающийся храбрец и профессиональный убийца», — Чутянь кивнул. Старик оказался не глупым. Он знал, что король трупов будет сильным, так что решил позвать еще 5 помощников. Старик обернулся к ним и сказал:
этот юноша, тот, кого мы так долго ждали, теперь же лицо красноволосого бойца некрасиво искривилось. Ты заставил нас так долго ждать ради этого ничтожного отродья. Ты знаешь, сколько сокровищ мы смогли бы найти за это время? Верно. Черт возьми. Я думал, мы ждем молодого мастера фиолетовых молний. Никогда не думал, что будем ждать такого сопляка. Бойцы начали жаловаться, их взгляды стали невероятно недружелюбными. Старик поинтересовался, где вы потерялись? Чутянь ничего не скрывал, мы были во дворце духа. Вы вдвоем пошли во дворец духа? В голосе старика послышалось удивление. Вы спокойно вернулись живыми, смотри, но осторожно. Юнья вынула шар грома. Мы не просто вернулись живыми. Увидев шар грома, старик прищурился, а затем он увидел в руке Чутяня адский меч и тяжело задышал. Ты продашь меч? Называй любую цену. Цена не имеет значения. Чутянь мягко взмахнул мечом, оставив в воздухе черные полосы. Этот меч хорошо мне подходит, я не продам его. Красноволосый боец жадно посмотрел. Мало кто может приручить адский меч. Но ты потратил много нашего времени и теперь должен выплатить нам компенсацию. Другой боец сказал, этого меча будет как раз достаточно. Ян Чжан посмотрел на старика в бронзовой маске и сказал, раз уж ты так хочешь этот меч, то мы можем помочь тебе в этом. Когда мы столкнемся с королем трупов, уже будет неважно, с нами этот ублюдок или нет. Какая откровенность, старик в бронзовой маске был немного взволнован. Адский меч был духовным оружием, 5 сабель на самом деле были бандитами, убийства и грабежи были их профессией. Цайды сильно разозлилась, как вы можете быть такими? Катись отсюда, тупая девчонка. Тебе здесь нечего делать. 5 бойцов с жадностью смотрели на адский меч в руках Цинли, их волчьи глаза горели зеленым. Не можете купить, поэтому убьете. Холодно улыбнулась Юнья. Это принято в великой стране Чжоу. Молодой мастер фиолетовой молнии вступается за отродье, а она на стороне ничтожного ублюдка, старик, пламенный призрак, ледяной демон и 5 сабель испытали страх. Если бы паршивец был в меньшинстве, они бы отняли адский меч. Его силы были неплохи, но адский меч был куда ценнее. Если на его стороне Юнья, то это уже другое дело. Юнья с шаром грома была поистине грозным противником, не говоря уже о том, что 2 помощников они уже потеряли. Он уже убил Ван Уи, разве ваши жалкие сабли быстрее меча ветра Инь? Холодно сказала Юнья. А ведь тогда у него не было адского меча. Теперь вы для него не противники, а лишь куча мусора. Что этот паршивец убил мастера ветра Инь, несмотря на то, что древняя гробница подавляла силы мастера, он был достаточно силен. Старик в бронзовой маске, сражаясь с Ван Уи, имел бы лишь 50% шансов на победу, и если бы 5 сабель в одиночку сражались с Ван Уи, то они даже не заметили бы своей смерти. Эй, я старый торговец, все сделки должны быть честными, и я никогда никого не заставляю, взглянул на них старик и грубо сказал, надеюсь, вы будете осторожнее со словами, иначе не вините меня за прямоту. Ян Чжан холодно фыркнул, но ничего не сказал. Судя по его взгляду, он не верил, что Чутянь мог убить мастера ветра Инь. Как этот сопляк мог быть таким сильным? Вероятно, молодой мастер говорит это, чтобы запугать их, вероятно, он смог попасть на 3-й этаж лишь благодаря молодому мастеру. Но даже того факта, что Чутянь зависит от молодого мастера, было достаточно, чтоб Ян Чжан и его братья боялись. Чутянь сделал вид, будто ничего не произошло. Цайды, что это за одежды? Мне повезло найти их на 2-м этаже. Смущенно улыбнулась Цайды. Это королевское огненное платье, на аукционе в центральном государстве, оно бы стоило 210 тысяч золотых монет. К тому же, я достала много других сокровищ. Цайды выглядела очень довольной. Чутянь понял, что это были вещи бойцов, которые погибли здесь прежде. Они были хороши для обычных бойцов, но не для Цайды. Но Цайды интересовал сам процесс добывания сокровищ. Ян Чжан и его люди были в гневе, они не знал, в своем ли уме этот ублюдок. Чутянь не боялся их. Но теперь было не время сердиться. Его не волновали мысли старика в бронзовой маске. Потому что ему нужен был фрукт младенческой души, лишь он поможет Чутяню прорваться к уровню пробужденной души. Текущая ситуация скверная, сухо кашлянул старик, духовный ученик уже собрал группу, чтобы исследовать нору трупов. Чутянь полюбопытствовал, нору трупов. Я слышал, что именно там хранятся трупы солдат. Когда трупы Инь создаются, их размещают в норе трупов. Это чрезвычайно опасное место, но именно там хранится драгоценное сокровище, колокольчик, управляющий душой. Я раньше слышала о нем, холодно сказала Юнья, он может пробудить солдат и управлять человеческим оружием.
Трупы инь, обитавшие в древней гробнице, не были пустяковой угрозой, даже 3 трупа легко могли уничтожить людей. Янкуну очень нужен этот колокольчик, и на этот раз он подготовился, мрачно сказал старик, он очень жесток, и как только он получит колокольчик, все солдаты проснутся, и напасть могут на каждого из нас. Юн-Я холодно фыркнула и сказала, давайте убьем его. Старик покачал головой. Янкун достиг большого успеха, ему знакомо гигантское золотое тело, это чрезвычайно сильная техника. Вы из страны Южного Лета, вы должны знать об этом больше меня. Юн-Я, Сайды и Ян Чжан нахмурили брови. Репутация Янкуна, бойца-одиночки, опережала его. Чем выше уровень владения гигантским золотым телом, тем сильнее плоть, медная кожа и ртутная кровь. Его тело было крепче алмаза, а мощь была подобна драконьей. Несмотря на то, что древняя гробница подавляла его силы, он оставался самым сильным бойцом. Несмотря на то, что у Юн-Я был шар грома, она не была уверена, что совладает с ним. В древней гробнице их сила опустилась до 9 уровня совершенного тела. Возможно, немного раньше мы смогли бы сразиться с ним, но теперь он уже ушел, и мы не сможем догнать его вовремя. В этой заброшенной гробнице было много дворцов, окруженных склепами. Сколько сокровищ здесь похоронено? Их оставалось много даже спустя столько лет. Чутянь подумал, не стоит размышлять об этом, сначала нам нужно пойти в главный зал и разобраться с королем трупов.